Россия отобрала Карабах, ЕС вводит санкции для Лукашенко и о чем Шольц договорился с Китаем. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самое важное – интересные новости. Суд над американским журналистом в Екатеринбурге. Готовит ли Россия обмен Гершковича? По заданию ЦРУ собирал секретные сведения на территории Свердловской области. Северная Корея запускает баллистическую ракету в сторону Японии, на этот раз неудачно, но скоро на КНДР будут работать российские технологии. Самая большая опасность в том, что он может передать туда либо технологии вместе со специалистами. Турция поддержит Ливан в случае войны с Израилем. Такой вывод можно сделать из речи президента Турции. Турция солидарна с народом и государством Ливан. И мы просим другие страны региона также быть солидарными с Ливаном. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. И не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», так вы можете нас поддержать. Поехали. В Екатеринбурге прошел суд над Эваном Гершковичем, журналистом Wall Street Journal, которого в России обвиняют в шпионаже. Журналистов на несколько минут пустили в зал, видимо, для того, чтобы заснять обритого наголо Гершковича, который не отвечал на их вопросы, а просто стоял, изредка улыбаясь. Процесс происходил далее за закрытой дверью. Максимальное наказание в российском законодательстве за шпионаж – 20 лет тюрьмы. Гершкович отсидел в Лефортово уже 15 месяцев. Русская служба BBC со ссылкой на фотографа, который работал в паре с Гершковичем, говорит, что тот собирал материал для статьи о том, как воспринимают войну люди в российских регионах, для чего посетил Екатеринбург и Нижний Тагил и планировал поехать в другие города. Российские медиа писали, что он интересовался вербовкой в ЧВК «Вагнер». Прокуратура увидела в этом во всем шпионаж. Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович в марте 2023 года по заданию ЦРУ собирал секретные сведения на территории Свердловской области о деятельности оборонного предприятия по выпуску и ремонту военной техники. Незаконные действия Гершкович совершал с соблюдением тщательных мер конспирации. Предварительное расследование проведено Следственным управлением ФСБ России. Могут ли после вынесения приговора обменять Гершковича? На этот вопрос ответили в Кремле, что пока о сигналах говорить нельзя, но подобные сигналы за все 15 месяцев нахождения американского журналиста в тюрьме поступали исправно. А в российском МИДе сейчас говорят очень туманно, видимо, как раз и ожидают предложений с американской стороны, дают время. Прогнозировать какой-то временный диапазон, в течение которого будут предприняты те или иные дальнейшие шаги, я заведомо скажу, это не моя компетенция. Вообще о характере этих шагов говорить беспредметно. На суд приезжали и американский генконсул, и вице-консул посольства, но оба заявили, что не имеют отношения к суду и к обмену заключенными тоже. В Евросоюзе согласовали новые санкции против режима Лукашенко. Цитирую, этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций. Конец цитаты возглавляющего ЕС по ротационному принципу представительства Бельгии. Написали они об этом в Твиттер. Вопрос был добавлен в повестку дня срочно и неотложно, потому что с 1 июля Венгрия станет у руля Евросоюза, и на последнем заседании послов стран ЕС было решено не оставлять такие вопросы на потом и на Венгрию. Источник Deutsche Welle в дипломатических кругах объяснил, почему. За последние месяцы стало очевидно, что основной обход санкций происходит через Беларусь. Когда мы вели переговоры по 14-му пакету, мы сосредоточились только на России, но остается лазейка, которую необходимо закрыть. У Еврокомиссии было всего несколько недель, чтобы привести в соответствие с российскими санкции против Беларуси. Проголосовать их могут уже 27-28 июня на саммите ЕС в Брюсселе. Вместе с тем Евросоюз снял санкции с российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены. Европейский суд отменил решение Совета ЕС от 14 сентября 2022 года и обязал орган платить судебные издержки. Пумпянский попал под санкции из-за того, что приносил, цитирую, «существенный доход правительству РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Россия отобрала Карабах у Армении, отдала его Азербайджану и ушла, говорит секретарь Совета Безопасности Армении. Говорит, все произошло, пока Ереван был в зависимости от Москвы. Когда Армения полностью зависела от России, разве у нас не была война? Была. Давайте зафиксируем, что из-за этой существовавшей ситуации мы оказались в войне. Мы пытались этими изменениями принести стабильность и уверены, что эти изменения приведут к стабильности. Не было бы войны без разрешения России, утверждает армянский чиновник. Россия нашлась, что ответить, и, конечно же, сделала это Мария Захарова. Кто дал право людям, очевидно, временщикам, очевидно, сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ? Ну, наверное, на этот вопрос должен ответить сам армянский народ. Но для меня удивительно, как люди могут таким образом не просто безответственно, а уничижительно относиться к исторической памяти своей нации, многострадальной нации, людей, которые прошли через такие исторические испытания, и в чьей памяти так живы трагические страницы новейшей истории. О чем именно говорит Захарова, загадка, но в целом похоже на то, что российский МИД снова призывает к протестам в Армении. Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Запуск неудачный, пишет информагентство Ренхаб со ссылкой на осведомленный источник. Ракета пролетела 250 километров и упала. Разведки Южной Кореи и США проводят подробный анализ случившегося. Мы тоже попросили проанализировать риски и ситуацию в целом содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника. В Северной Корее столько там огневых средств, которые могут разрушить пол Сеула там буквально за несколько залпов. Но что будет после этого? И здесь он не может не понимать, что если дальше будет ответный удар, то есть сомнение в том, что для Северной Кореи и для него лично это закончится победой. Вот. И это, в общем-то, такая достаточно годами отработанная стратегия, когда создается очередное напряжение, потом пытается что-то выторговать. Россия на сегодняшний день тоже не в состоянии оказать реальную военную поддержку Северной Кореи, как это было там в Корейскую войну в 50-х годах прошлого столетия. И самая большая опасность – это то, что если Путину вот, он готов на все, чтобы получить еще 1 миллион снарядов, то самая большая опасность в том, что он может передать туда либо технологии вместе со специалистами, вот, и тем самым ускорить развитие корейской ядерной программы, космической программы. Сам запуск произошел вскоре после отправки мусорных воздушных шаров на территорию Южной Кореи из КНДР. В Японии продолжают следить за всеми запусками. Турция солидарна с Ливаном в свете растущей напряженности в отношениях с Израилем. Президент страны призывает региональные силы также поддержать Бейрут. Очевидно, что Израиль, уничтоживший Газу, теперь положил глаз на Ливан. Я хочу ясно дать вам понять, что планы Нетаньяху по распространению войны в регионе приведут к большой катастрофе. Мусульманский мир и братские страны на Ближнем Востоке должны отреагировать на эти кровавые планы раньше Запада. Мы не должны позволить этому случиться. Турция солидарна с народом и государством Ливан, и мы просим другие страны региона также быть солидарными с Ливаном. Президент Турции утверждает, что премьер-министр Израиля планирует распространить войну на весь регион. В Израиле же повторяют, что занимаются исключительно обороной.
Германия и Китай будут вместе заниматься электромобилями. Олаф Шольц говорит, что ему удалось добиться переговоров между странами о тарифах на электрические авто. Он говорит, что нужно все кардинально менять и хочет больше соглашения о свободной торговле, видимо, с Китаем. Конечно, это касается и торговли, например, с крупной страной – Китаем. Поэтому я очень рад, что благодаря инициативе канцлера и нашего правительства мы добились того, что поезда не просто едут навстречу друг другу, а что Европейский Союз и Китай теперь говорят об общем подходе к вопросу о тарифах на автомобили. Вот как это должно было быть сделано, дамы и господа. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. И то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые и новые видео. Спасибо вам за это. Давайте не останавливаться на достигнутом. Также давайте не останавливаться и ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.